Обнимашки с диктаторами. They don't call Super Tuesday for nothing. By the way, this is my little sister Valerie, and I'm Jill's husband. Oh no, you switched on me. This is my wife, this is my sister. They switched on me. It is in the name of that very same goal that I'm delighted to endorse and support Joe Biden for president. Today, I am ending my campaign and endorsing Joe Biden for president. I've always believed that defeating Donald Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. And after yesterday's vote, it is clear that candidate is my friend and a great American, Joe Biden. North Carolina, Alabama, Tennessee, Oklahoma, Arkansas, Minnesota. Biden exceeded even his campaign's expectations. Primary report, we are very much alive. Привет, друзья, это Владимир Милов. Спасибо, что подписались на мой YouTube-канал. Если еще этого не сделали, то обязательно подпишитесь прямо сейчас. Обещаю, здесь будет интересно. И это передача о международной политике, обнимашки с диктаторами. Мы здесь каждую неделю с вами обсуждаем внешнеполитические дела таким трезвым, здоровым взглядом нормального человека, в отличие от всей той пропаганды, ура-патриотизма и конспирологии, которые вы можете встретить, в общем, да где угодно на просторах нашего телевидения и интернета. И мы с вами договорились, что будем чередовать вот одну неделю делать такие большие тематические программы о каких-то серьезных международных темах или регионах. А вот раз в неделю мы будем делать такой краткий дайджест текущих событий и объяснять вам, что означают какие-то важнейшие вещи, которые происходили в разных важнейших уголках мира. Вот, собственно, сегодня у нас такая дайджест-программа, и начнем мы с сюжета, который прям будоражил многих наших зрителей. Меня очень просили его прокомментировать. Это вот резкое обострение противостояния между Россией и Турцией вокруг Сирии. Путин и Эрдоган обменялись такими серьезными, во-первых, военными ударами. Там погибли турецкие военные от ударов сил режима Башара Асада в Сирии и с участием российских вооруженных сил. И все ждали какого-то обострения конфликта и такой реальной войнушки между Путиным и Эрдоганом. Вот давайте начнем с этого и, собственно, поговорим о том, будет там войнушка или нет. Во-первых, у нас буквально месяц назад вышла в эфир специальная передача про Турцию, режим Эрдогана и его, в том числе, внешнюю политику, где, вот я не знаю, как шутят в анекдотах, накаркал, да, буквально говорил о том, что дело идет к очень серьезному обострению между Россией и Турцией, и невзирая на вот эти все обнимашки между российским и турецким диктаторами, там какие-то совместные перерезания ленточек и клятвы в вечной дружбе и любви, вы никогда не знаете, когда диктаторы переругаются и обнимашки перейдут в очень серьезное противостояние, возможно, в войну. Я даже не думал, что вот это случится прям так быстро, но это был главный сюжет, наверное, последние пары недель, вот это обострение между Россией и Турцией в связи с событиями в Сирии. Вот давайте я сначала объясню, что именно там происходит. Дело в том, что вот когда началась в 2011 году в там, широком круге стран арабского мира вот пресловутая арабская весна, очень многие жители арабских стран вышли протестовать против своих диктаторских режимов. Здесь в этой цепочке оказалась и Сирия. Там давняя проблема, связанная с тем, что в стране суннитское большинство, то есть большинство населения это мусульмане, которые исповедуют суннитскую ветвь ислама. А у власти уже много лет находится режим клана Асадов, папы Хафиза Асада, вот он умер 20 лет назад, и с тех пор правит его сынок Башар Асад, которые принадлежат к алавитскому меньшинству, это религиозное меньшинство шиитского толка,
И, собственно, у них там постоянно все это дело бурлит, и мусульмане, сунниты недовольны этим режимом. Там есть чем быть недовольным. Это один из самых кровавых диктаторских режимов вообще в мире на данный момент. Ну и вот в момент, когда случилась арабская весна, сирийцы тоже вышли против этого застарелого диктаторского режима протестовать. Это привело к многолетней гражданской войне, очень кровавой, с сотнями тысяч погибших, там, бесчисленным числом раненых и беженцев. И, в общем, наверное, режим Асада в итоге бы пал, если бы его не пришел спасти Владимир Путин, который встал на защиту своего дружка-диктатора Асада, прислал туда войска. Наша авиация, по сути дела, разбомбила и уничтожила многие районы, которые контролировались сирийскими повстанцами. И вот остался на самом деле один, по сути дела, район, который до сих пор не подконтролен режиму Асада. Это вот эта северо-западная часть Сирии, провинция Идлиб. Вы, наверное, слышали это слово в новостях. Идлиб. Это район, который как раз граничит с Турцией. Вот почему Турция там так активно участвует. Потому что это приграничный район, там много связей, и кроме этого Реджеп Таyyip Эрдоган, турецкий лидер, как вот мы объясняли вам в нашей передаче про Турцию, пересмотрите ее, он позиционирует себя таким активным игроком на всем ближневосточном пространстве и таким защитником сирых и обездоленных, борцов с вот этими многолетними диктаторскими режимами и, конечно же, поддерживает близких ему мусульман суннитского толка в борьбе против режимов, которые, в общем, удерживают власть в руках шиитов, как это, например, происходит в Сирии. Да? И Эрдоган с самого начала, когда начались вот эти волнения в Сирии, он поддерживал борьбу суннитов с режимом Асада. Это было для него таким средством укрепить свой авторитет в мире мусульман-суннитов и укрепить себя дома, как вот такого крупного внешнеполитического игрока, который там поднял Турцию с колен и сделал ее великой опять. Ну вот все, что мы слышали. Да? И вот сейчас получается следующее, что, по сути дела, вся его политика в Сирии по защите братьев-суннитов, ну она, получается, провалилась. Остался вот такой последний анклав, который режим Асада вместе с российской армией пытается зачистить. И, конечно, Эрдогану это не нравится. Для него это будет политическим поражением, если эта окончательная зачистка произойдет и режим Асада вернет себе контроль над провинцией Идлиб. Кроме этого, стоит ожидать большого числа беженцев. Это влечет за собой такие практические проблемы для Турции. Поэтому Эрдоган огрызается, пытается показать Путину зубы, пытается как-то вот этому асадовско-путинскому наступлению противостоять. Но сделать реально он мало что может, потому что Путин и Асад, вот насколько я понимаю ситуацию, для них это принципиальный вопрос окончательно зачистить территорию Сирии от каких-то других повстанческих и прочих формирований, которые не подчиняются правительству Асада в Дамаске, и таким образом официально объявить об окончательной победе в Сирии, об окончании гражданской войны и восстановлении власти режима Асада в том виде, как она существовала до 2011 года и была, в общем, полностью лояльна Путину. Сейчас она ему даже более лояльна и подконтрольна после того, как Путин Асада фактически спас военным путем. Обнимашки с диктаторами. И вот сошлись в клинче два таких непримиримых диктатора. Один хочет решить свою задачу по Сирии, полностью зачистить окончательно всю территорию от повстанцев. Другой хочет защищать вот те регионы, которые этнически, культурно и географически Турции близки, и которых Эрдоган вроде как взялся и пообещал защищать. Турки своих не бросают. Это, опять же, если перефразировать вот очередную мантру из области таких приграничных конфликтов. И, собственно говоря, там нет решения. Потому что реально вот тот регион, который Асад с Путиным пытаются зачистить и уничтожить там сопротивление, он не хочет возвращаться в Сирию. Люди, которые там живут, они полны решимости либо сопротивляться, либо уехать. То есть вот если мы вспомним достаточно трагическую историю со штурмом Алеппо, это вот крупный сирийский город, который
Путин и Асад взяли вооруженным путем 3 года назад, они его полностью разрушили, там было огромное количество жертв. То есть Путин и Башар Асад готовы, в общем, идти на все для того, чтобы восстановить контроль над территорией, которую они считают своей. Да. Ну вот, видимо, они дошли до такой точки, когда Реджеп Таyyip Эрдоган, несмотря на все обнимашки с Путиным, не готов это терпеть. И там произошли очень серьезные столкновения, там Россия и Сирия наносят авиаудары. Погибли турецкие военные, которые были введены Турцией в этот регион, чтобы его защищать от наступления. В общем, по факту, и чтобы не углубляться, что сейчас там происходит. По сути дела, Эрдоган понимает, что к полноценному военному конфликту с Путиным он не готов. В общем, надо сказать, что и Путин не готов. Вообще, вот сразу отвечая на вопрос, будет ли полномасштабная война между Россией и Турцией из-за вот этого сюжета. Ну, я практически полностью уверен, что, скорее всего, нет. Потому что ни российская диктатура, ни турецкая власть Эрдогана, они, в общем, не готовы к политическим последствиям полномасштабной войны. У них слабые политические позиции. Вы знаете, как у нас у Путина упали рейтинги, и они сейчас что только не придумывают, чтобы как-то задрапировать партию «Единая Россия» на следующих выборах, потому что за нее никто голосовать больше не хочет. Ситуация в экономике аховая, протестные настроения растут и так далее. Похожая история на самом деле у Эрдогана. Мы рассказывали вам об этом в нашей передаче о Турции. Он в прошлом году с треском проиграл практически все муниципальные выборы в крупных городах, включая Анкару и Стамбул. И на будущие парламентские и президентские выборы в Турции идет, в общем, с кислым настроением. Нынешний оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, он уже сейчас лидирует в опросах и выигрывает у Эрдогана в потенциальных опросах, кто является наиболее избираемым кандидатом на президентских выборах. Поэтому вот при таких слабых политических позициях дома и у Путина, и у Эрдогана сложно представить, что они вот как-то пойдут друг с другом на какую-то полномасштабную войну, но вот здесь мы видим, как у них очень сильно отличается поведение. Путин традиционно блефует и ведет себя довольно агрессивно и нагло. То есть он не останавливает наступление на Идлиб. Он не дрогнул, в общем, дать приказание нанести удары по турецким войскам. И там погибли десятки, на самом деле, солдат и офицеров турецкой армии. То есть вот Путин действует так достаточно решительно. Эрдоган в этой ситуации ведет себя, в общем, трусливо. То есть, во-первых, он сделал вид, что ничего не произошло. Ну, то есть, вот знаете, как обычно, там вот, как называется, сильный лидер, да, когда у него там убили какого-то солдата. Ну, как он начинает себя вести? Он там начинает рвать на себе тельняшку принародно. Да я сейчас там. Да ни одна мышь там не проскочит и так далее. Но реально он никак Путину не ответил. Несмотря на очень жесткую риторику, в итоге это все выродилось, во-первых, в обвинение прежде всего в адрес сирийской армии. Месседж Эрдогана состоит в том, что типа Владимир Владимирович Путин, пожалуйста, отойдите в сторону и дайте мне разобраться с сирийской армией. Типа это вот они, плохие гады, убили наших солдат, там, а вы как бы там готов вам, значит, дать справку, что вы здесь ни при чем. Ну, слушайте, ну все же понимают, кто за всем этим стоит. Что такое сирийская армия? Сирийская армия исчезнет в течение 24 часов, если Путин выведет из Сирии войска, на которых там все на российских штыках это все, в общем, и держится. Да? Никакой сирийской армии без военной поддержки Путина, в общем, не существует. Да? Поэтому вот очевидная такая попытка Эрдогана перевести стрелки, но она так прямо означает, что он труханул немножко, понимает, что он имеет дело с конкретным отморозком в международных делах. И что, в общем, лучше в прямой военный конфликт с Путиным не ввязываться. Ну, и как бы Путин, с другой стороны, тоже дает понять, что, типа, я так воевать с Турцией, в общем, не хочу. Дайте мне Идлиб, дайте мне решить мою задачу, полностью зачистить территорию Сирии от повстанцев, типа, и все. Да. Вот я думаю, что с учетом этого базового нежелания и неготовности этих двух диктаторских режимов к полномасштабной войне, там продолжится какое-то месиво. Скорее всего, возможно, с новыми обострениями. Но фундаментально их ситуация, с одной стороны, толкает вот как-то договориться об этом. Думаю, что, учитывая большую отмороженность Путина, скорее всего, эти договоренности будут так или иначе на условиях Путина, а Эрдогану
придется каким-то образом сохранять хорошее лицо. Но, с другой стороны, вот здесь надо понимать, что внутриполитически, и вот с учетом всей этой своей роли в мусульманском мире, которую Эрдоган накачивал все эти 20 лет как надувную лягушку, но он не может просто так вот взять и отступить. Да? И скорее всего, как обычно в таких конфликтах бывает, вот помните историю 2014 года, когда турки сбили наш военный самолет, который вторгся в их пространство. Поскольку это война, на войне вы никогда не знаете, куда чего там прилетит, да? И откуда может взяться пресловутый черный лебедь. Там, скорее всего, очень вероятно вот какие-то новые обострения. Кто-то чего-то сбил, кто-то нарушил чье-то пространство там, и так далее. Да? И вот здесь, конечно, всякие непредсказуемые сценарии возможны. Хотя я повторю, что ни Эрдогану, ни Путину какая-то крупномасштабная война не выгодна. Но вот мы знаем с вами из истории, что войны-то вообще особо никому не выгодны. И, в принципе, очень часто, вот если вспомнить там события столетней давности и Первую мировую войну, да, в общем, она началась по большому счету из-за какой-то ерунды. Да. Вот кто-то там не мог не ответить, дальше там другой не мог не ответить. Ну и понеслась вот эта кровавая глобальная бойня, которая растянулась на самом деле на несколько десятков лет и вызвала потом еще одну мировую войну. Вот, собственно, очень часто военные конфликты развиваются по такому сценарию, что кто-то обязательно должен ответить, и вот оно пошло там око за око, зуб за зуб. Да? В ситуации, когда Запад практически не участвует в событиях Сирии, а реально там между собой идет противостояние двух диктатур, России и Турции, при, в общем, таком молчаливом и активном участии третьего диктаторского режима, это Ирана, который тоже активно поддерживает Асада. Когда демократические страны не участвуют в решении проблемы, а разбираются на этой площадке только диктаторы, даже если они не хотят воевать, ждите, вот 100% ждите новых обострений, скорее всего они будут. И вот здесь, откровенно говоря, когда речь идет об обмене какими-то случайными вещами и ударами, там, ну, здесь довольно трудно спрогнозировать последствия. Мы за этой всей ситуацией будем обязательно следить. И еще одна вещь, которую я хотел сказать вот про Эрдогана. Очень характерно его поведение, на кого он начал переводить стрелки. Вот когда он побоялся так откровенно выступить против Путина и сказать: слушай, мы знаем, что ты за этим всем стоишь, мы тебе ответим. Да? Он начал наезжать на Евросоюз и НАТО. Типа, говорит, вы меня не защищаете. И сказал, что если Европа не будет его защищать, а я вам открою границы и массово выпущу вам в Европу сирийских беженцев. Да? Ну, вот представляете, да, то есть вот Путин с Асадом убили его солдат, а наезжает он на Евросоюз. Да? Но это вот еще, это мне, честно говоря, очень напоминает одного другого товарища, да, у которого Китай размещает у границ баллистические ракеты. Такой большой, сильный, тоталитарный сосед, который, в принципе, может хорошо нам надавать. Да? Он размещает у наших границ баллистические ракеты, проводит учения с отработкой маршей бросков на больше, чем на 1000 километров, явно с прицелом на нашу территорию. Но Владимир Владимирович Путин смотрит в другую сторону и говорит: а вот солдаты НАТО, вот там, видите, здесь я ничего не вижу, никаких китайских баллистических ракет. А вот зато там какой-то солдат НАТО пробежал, это ужасная угроза. Да? Примерно так ведет себя Эрдоган. То есть он в данном случае столкнулся, ну, реально, давайте говорить, с более сильным противником. Российская армия, там, в каком бы она состоянии ни была, ну, если будет полномасштабный конфликт, она там гораздо более сильна, чем турецкая. И ну, для Эрдогана надо 10 раз подумать, прежде чем в такую историю ввязываться. Да? Вот. И ведет он себя вот ровно так же, как Путин в отношениях с Китаем. С большим тоталитарным соседом предпочитает не ссориться, а наезжать на кого? На демократический Евросоюз. Ну, вот это поведение полностью его характеризует как международного политика. Трусливый, лживый, пытается притворяться, значит, что типа, ладно, мы там перевернем страницу, там у меня погибли солдаты моей армии, ничего не произошло, но главный враг — это вот демократическая Европа. И, кстати, вот мы вернемся еще к теме Евросоюза не раз, но важный момент, который я хотел отметить, вот как Европа оперативно среагировала на этот кризис, они тут же мобилизовали свою
службу по охране европейской границы, единую службу Frontex, которую они создали несколько лет назад после вот этого мигрантского кризиса, и быстро, оперативно приняли решение 1500 офицеров Frontex направить на границу Турции с Грецией для предотвращения вот попадания вот этих всех нелегальных новых сирийских беженцев через турецкую территорию в Евросоюз. То есть Европа так или иначе свою функцию выполняет, но, к сожалению, вот мы еще раз видим, что Эрдоган и Турция под его руководством, она оказывается ненадежным звеном во всей этой архитектуре европейской и трансатлантической безопасности. Чуть что лапки кверху перед Путиным, шантажирует массовым вбросом беженцев на европейскую территорию. То есть, очевидно, недемократическая Турция для цивилизованного мира – это плохой партнер. Ну а конфликт между Путиным и Эрдоганом будет тлеть. И, к сожалению, как я уже подчеркнул, там вовсе не исключены всякие новые обострения. Вот будем внимательно следить за этим сюжетом. Следующий сюжет – супервторник в США. Вы знаете, что там идут такие очень бурные, активные праймерис у Демократической партии для того, чтобы выбрать кандидата, который на выборах в ноябре сразится с Дональдом Трампом. И вот 3 марта там состоялся так называемый супервторник. Это вот первая большая серия праймерис в крупных штатах, которая проходит в один день. И собственно говоря, обычно по результатам этого супервторника уже становится более-менее ясно, кто является вот там одним или двумя реальными претендентами на победу в этих праймерис. Ну, так было и в этот раз. Мы с вами делали, во-первых, одну большую передачу, которая многое объясняет про расклады сил внутри Демократической партии и борьбу такого более центристского, умеренного крыла с более радикальным крылом левого толка. Сейчас вот, по сути дела, левых представляет прежде всего Берни Сандерс, один из фаворитов гонки, а центристов бывший вице-президент при Бараке Обаме Джо Байден. И вот между ними сейчас разворачивается основная борьба. Я, кстати, говорил вам в предыдущих дайджестах, когда мы делали такие снапшоты о том, что там на демократических праймерис происходит. Я говорил вам, не списывайте Джо Байдена со счетов. Он тогда там плелся где-то на 4-х и даже 5-х местах в некоторых штатах. А в начале года Берни Сандерс вышел как явный фаворит гонки. Выигрывал праймерис вот первые, которые прошли там в небольших штатах с начала февраля. И ему прочили уже такое практически безальтернативное лидерство в демократической гонке. Вот я здесь говорил вам, не списывайте Джо Байдена со счетов. Скорее всего, в итоге у него есть все шансы показать лучший результат в крупных штатах и выйти в лидеры. Хотя там не с очень убедительным преимуществом. Но вот по итогам супервторника так и произошло. Мы еще всех результатов не знаем. Вот на момент, когда мы сейчас снимаем эту передачу, там в самом большом штате Калифорния еще не до конца посчитаны голоса. Но, в принципе, вот на этот момент Байден таки вырвался в лидеры. Он в ходе супервторника выиграл в 8 штатах из 15, Берни Сандерс только в 4. И, очевидно, Байден вернул себе лидерство, и по числу делегатов вот на данный момент он Сандерса опережает. Может быть, по итогам подсчетов в Калифорнии Сандерс чуть-чуть выйдет вперед, но вот такое безоговорочное первенство в гонке Берни Сандерс уже утратил. Вот важный момент, что перед супервторником произошло. Там снялись 2 ключевых кандидата, вот как раз умеренного центристского толка, которые объявили о своей поддержке Джо Байдена, что, в общем-то, его вывело вот с этих 3-х, 4-х, 5-х мест на первое. И, честно говоря, вы знаете, это, конечно, фантастика. Очень многие даже постоянные грамотные обозреватели американской политики, американских выборов вот не предсказывали прям такого. Во-первых, это Пит Бутиджич, бывший мэр города Саут-Бенд в штат Индиана, который был тоже одним из фаворитов и практически, как говорят, ноздря в ноздрю с Сандерсом выиграл праймерис в Айове и Нью-Гэмпшире в начале февраля. Да? Но вот он понял, что в крупных южных штатах с большим чернокожим населением ему против Джо Байдена не пойти. Пит Бутиджич так и не смог получить популярность у темнокожего населения США, и мы вам объясняли почему. И вот он совершил такой, на мой взгляд, крайне важный и правильный шаг. Он взял
и перед супервторником просто снялся с выборов. Сказал, что вот, несмотря на все разногласия, я поддерживаю Джо Байдена. И то же самое сделала другая кандидат, сенатор Эми Клобушар. Она из штата Миннесота, и вот в Миннесоте тоже проходили праймерис в супервторник. Она имела там преобладающие шансы их выиграть. Ради этого она, в общем, и тянула, хотя она отставала от других кандидатов в гонке. Она хотела, типа, дойти до Миннесоты и показать, что она может выигрывать крупные штаты. Да? Но Эми Клобушар тоже снялась перед супервторником и объявила о своей поддержке Джо Байдена. Я вообще хочу сказать, что это, конечно, совершенно фантастическая вещь. Я просто аплодирую американским демократам-центристам, которые показали вот пример, в принципе, всем политикам, как правильно поступать в таких ситуациях, когда очень серьезные вещи на кону, когда кандидатура Берни Сандерса может вместо того, чтобы эффективно противостоять Трампу на осенних выборах, на самом деле еще больше расколоть Америку, расколоть демократическую партию. И надо что-то делать, чтобы поддержать единого, умеренного центристского кандидата, который реально может выиграть. Вот это пример, там, я не знаю, всем нашим Явлинским, Касьяновым там, и прочим, которые всю жизнь привыкли тянуть одеяло на себя. Вот посмотрите, берите пример с Пита Бутиджича и Эми Клобушар. Несмотря на то, что у них оставались какие-то шансы, они могли там ради личного пиара еще продолжать там побарахтаться, получить каких-то делегатов и вот какой-то свой кусочек поддержки на будущем съезде Демпартии, но они не стали этого делать. Они завершили свою кампанию и поддержали совершенно другого кандидата, своего соперника, ради общей политической цели. Откровенно говоря, классно, молодцы. И это вот еще демонстрирует одну важную вещь, что вот это центристское крыло в демократической партии гораздо более здоровое, чем левое крыло, которое требует налогов для богатых, там много чего бесплатного, каких-то огромных социальных гарантий и так далее. Вот там кандидаты, главные кандидаты, которые соперничают, Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, они до сих пор остаются в гонке. Я не знаю, может быть, на момент выхода этой передачи Лиз Уоррен все-таки снимется в пользу Сандерса, но на момент супервторника она таки этого не сделала. То есть вот кандидаты левого толка скорее играют каждый сам за себя, а вот кандидаты-центристы продемонстрировали просто невероятное вот умение объединиться вокруг наиболее проходной кандидатуры в нужный момент. И, в общем, это, конечно, такой большой политический пример там, многим политикам в мире, в том числе и в России, как надо поступаться собственными амбициями ради общего интереса. Это было здорово. Обнимашки с диктаторами. И еще один момент в связи с этими демократическими праймерис, это, конечно, бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг. Вот помните, сколько многие из вас мне говорили и писали в комментариях, а вот я за Блумберга, почему вы не говорите про Блумберга, он выиграет обязательно. Ну вот, ребят, и где ваш Блумберг? Вот слушайте Милова, Милов знает, что говорит, да. Потому что, на самом деле, понимаете, вот это еще одна история. Вот Майкл Блумберг вложил $700 миллионов в свою компанию. И вот там больше, чем через месяц после начала демократических праймерис, после супервторника, у него всего 25 делегатов. При том, что у Сандерса и Байдена, лидеров гонки, там 400 и больше, да. Вот 25 делегатов за $700 миллионов. Над Блумбергом даже Трамп активно издевается. Такое неэффективное расходование денег. То есть Блумберг хотел деньгами всех завалить, да. А при том вот все знали, вот даже я не американец, я там Вова Милов, сижу из Москвы в Ютубе, что-то комментирую, да. Но я вам говорил, что не проголосуют за него, потому что в демократической партии не любят миллиардеров. Это очевидная история просто всем. Да? Вот здесь, знаете, как бы речь еще вот о чем. Что Блумберг это еще один пример, когда вот этот сюжет, что я такой весь сделавший себя богатый бизнесмен, приду и научу вас, как в политике правильно себя вести, эта история не работает. Вот эта тема, что если ты что-то добился в бизнесе, то значит автоматом ты сможешь наладить все в политике, не работает. Это уже 1000 раз доказано, что политика с профессиональной точки зрения это совсем другая деятельность,
Это, в общем, если хотите, просто умение работать с людьми. Вот если никто из вас не сталкивался с крупными бизнесменами, ну, просто ради интереса, вот попробуйте, да, и вы поймете, что крупные бизнесмены, очень богатые, они молодцы, сделали себе состояние, значит, они что-то соображают, да. Но вот работать с людьми они не умеют от слова вообще. И вот на примере Блумберга мы имеем, ну, просто классический такой хрестоматийный случай этого дела. Да, он был хорошим мэром Нью-Йорка, но Нью-Йорк это как бы совсем другая история. Это такой открытый космополитичный город, в том числе ориентированный на бизнес-интересы и так далее. Да? И, кстати, Блумберга за многие вещи там критиковали. Но в национальной политике видно, что вот здесь вот этот такой бизнес-подход. Я все забросаю баблом и, значит, буду воспринимать свою компанию как бизнес-проект. Ну, не работает, не взлетает это дело. И мы знаем, как это бывает на российских примерах. У нас был Михаил Прохоров, который там пытался по бизнесовому, значит, вести свою президентскую кампанию и создавать свою партию, ничего из этого не получилось. Ну и как Трамп управляет Америкой, мы тоже видим, и не раз это обсуждали, как написала известная комментаторша и публицистка Энн Эпплбаум, которая написала книгу «ГУЛАГ», и много, кстати, всего писала о России, она вообще очень известная публицист, и советую вам ее почитать. Вот ее закрепленный твит, который у нее висит сверху: когда все это закончится, имеется в виду, когда Трамп наконец уйдет с поста президента, я больше никогда не хочу слышать о том, как бизнесмены будут управлять страной лучше, чем политики. Вот на примере Майкла Блумберга мы сейчас видели, как это происходит. И еще один такой забавный момент о бизнесменах и политиках. Вы, наверное, слышали, что в Америке возбудили уголовное дело против российского банкира Олега Тинькова, которому пришлось в Лондоне выложить $20 миллионов залога за то, чтобы избежать экстрадиции в США по делу о неуплате налогов. Кстати, я хочу предупредить тех, кто будет сейчас вот требовать, что как, Тиньков же наш, мы должны его защитить. Это дело возбуждено за тот период, когда Тиньков был гражданином США. Так что это, в общем, не наша война, а разборка между своими. Но там смешная штука в чем. У Тинькова есть YouTube-канал, и он активно там брал интервью у всяких бизнесменов, интересных людей. И как он там заливался, что я всегда только за республиканскую партию, они всегда за бизнес. Классные демократы это отстой, а вот я за республиканцев. Ну и дело об уплате налогов, за которое он может улететь в тюрьму надолго, возбудила как раз республиканская администрация. Я это к тому, что вот там я тоже получаю много комментариев от русских трампистов, сторонников Трампа, которые пытаются мне объяснить, что я не прав, а Трамп классный. Ребят, вы там аккуратнее, смотрите, чтобы вас никуда администрация Трампа не депортировала случаем, или вот так, как Тинькова не посадила, да, потому что вы не очень хорошо себе представляете, с кем вы имеете дело. И это я не к тому, что вот при демократах против Тинькова не возбудили бы дело о неуплате налогов, а это я, в общем, к тому, что вы должны понимать, что вот эта вся такая аура республиканской партии, что это якобы, значит, вот такой профсоюз по защите интересов бизнеса, неважно, что у вас там с законом и с налогами, ну, это реально не работает, это раз. И во-вторых, вот что, как бы вы там ни выпрыгивали из штанов, вот эта вся такая белая кость республиканской партии на русских все равно будет всегда смотреть как на людей второго сорта. Я думаю, что мы на случае с Олегом Тиньковым в этом сможем убедиться много раз, поэтому не спешите топить за Трампа и республиканцев. В этом плане история с Тиньковым исключительно поучительная история. Еще один важный сюжет – это то, что происходит сейчас в Германии. На мой взгляд, это вот важнейший сюжет на данный момент в Европе, потому что в Германии через 1,5 года парламентские выборы, где во многом определится вектор дальнейшего развития Европейского Союза, потому что Германия – это такой европообразующий субъект, это, ну, по сути, крупнейшая экономика, главная страна в Европе, которая была таким становым хребтом единого европейского проекта. И вот в последние 15 лет Ангела Меркель, нынешний федеральный канцлер,
в общем, выполняла эту функцию такого скрытой главы Европейского Союза, который во многом определял вектор его развития и политики. Но Меркель уходит, она после выборов 2021 года не останется на посту канцлера. И вот мы рассказывали вам в предыдущих выпусках, что ее предполагаемая преемница, которую Меркель поддержала и которая выиграла такое открытое, очень конкурентное голосование на съезде партии Христианско-демократический союз в конце 2018 года вот за право быть преемницей и вести ХДС на новые выборы, Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Мы много вам о ней говорили. Она вот несколько недель назад, из-за того, что у нее давно уже обвалились рейтинги и была очень низкая поддержка, она сказала, что не пойдет баллотироваться на новые выборы и претендовать на пост канцлера. Таким образом, мы имеем ситуацию, когда за 1,5 года до выборов в Германии практически полностью открыт конкурс на то, кто будет следующим лидером ХДС и, возможно, федеральным канцлером. Таким образом, появляется большая неопределенность в векторе германской политики и вообще европейской политики, начиная со второй половины 2021 года, после того, как Меркель уйдет. И вот мы с вами будем следить не только за американскими праймерис, но и за тем, что в германской политике происходит. И вот давайте поговорим о том, кто может в 2021 году Меркель заменить. Это очень важный сюжет, кстати, для Путина, потому что путинцы сразу они зашевелились. Да? Они очень внимательно смотрят на Германию и очень хотят с новым германским руководством попытаться начать отношения с чистого листа, забыть старое. Забыть агрессию против Украины, забыть вмешательство в европейскую политику и поддержку всяких антиевропейских партий и движений, и попытаться вот с таким большим элементом коммерческого подкупа и бизнес-интересов оставить наследие Меркель в прошлом и задружиться и устроить обнимашки с новым немецким руководством. Вот они после этой всей ситуации с провалом проекта «Преемник Меркель», они очень сильно затрепетали. Сейчас мы с вами обсудим, что там в плане преемничества в германской политике происходит. Обнимашки с диктаторами. Знакомьтесь, первое лицо, о котором я хочу поговорить, это Фридрих Мерц. В общем-то, главный претендент сейчас на пост лидера Христианско-демократического союза. Он уже баллотировался вот как раз против Аннегрет Крамп-Карренбауэр чуть больше года назад, в декабре 2018-го, на съезде ХДС, когда выбирали нового главу партии. Кто такой Фридрих Мерц? Так вот, знаете, если в 2 словах сформулировать, это человек, который в начале 2000-х годов был соперником Меркель. Там была какая история, что в 1998 году Гельмут Коль, бессменный канцлер Германии в течение 2 десятилетий, объединитель Германии, и вообще легендарная личность, он проиграл выборы Герхарду Шрёдеру. И вот за время канцлерского срока Шрёдера в Христианско-демократическом союзе шла борьба за то, кто будет новым лидером и попытается власть христианским демократам вернуть. И вот Фридрих Мерц – это был главный соперник, если не уходить в детали, это был главный соперник Ангелы Меркель, который проиграл ей борьбу. Меркель возглавила партию. И, в общем, после этого он там побыл еще депутатом, но по большому счету Мерц ушел из политики в бизнес. Он работал все эти годы в крупных корпорациях и решил вернуться вот только когда в конце 2018 года объявился такой открытый конкурс на то, кто станет преемником Меркель. Мерц баллотировался против официально одобренной Ангелы Меркель, вот Аннегрет Крамп-Карренбауэр, и представлял собой совсем другое крыло христианских демократов. Он в итоге проиграл всего несколько десятков голосов. Там была очень жесткая борьба. Но вот у него сейчас открылось такое второе дыхание, есть возможность для второй попытки. Общепризнанная история, что его считают таким фаворитом вот этой вот гонки. Что Фридрих Мерц из себя представляет? Во-первых, поскольку он долго не был в политике, это не так просто сказать, как он будет сейчас себя вести, но несколько вещей достаточно понятны. Он является представителем такого консервативного и про-бизнес крыла Христианско-демократического союза, которое во многом недовольно курсом Меркель. Ангела Меркель вела христианских демократов все-таки таким четким центристским курсом, который предполагал большое внимание к экологии, большие социальные гарантии,
в союзе с социал-демократами, вместе с которыми ХДС давно в коалиции правит страной. А вот консервативное крыло было этим недовольно. Они говорят, вы типа слишком пошли на поводу у леваков. И нужно сдвигать Германию более вправо, более удобное правило для крупных корпораций, к черту экологию, к черту социальные гарантии, конечно же, пожестче закрыть двери для мигрантов. Вот с такими идеями выступает консервативное крыло ХДС, которое представляет Фридрих Мерц. Это, кстати, вот там были такие заголовки, что Мерц хочет вернуть христианских демократов к тому состоянию, в котором они были, пока не появилась Меркель. То есть из более центристской партии сделать все-таки партию более правого толка. Вы знаете, надо сказать, что это прям вот сразу привело к тому, что как только преемница Меркель Крамп-Карренбауэр объявила, что она не будет баллотироваться, рейтинги христианских демократов прям заметно пошли вниз, потому что избиратели ожидают в результате очевидного поправления этой партии. И, в общем, большинство немцев этого не хочет. Вот вы можете увидеть на экране прям свежий последний партийный рейтинг. И что мы там видим? Что рейтинг ХДС-ХСС он составляет всего 26%. И это на самом деле на несколько процентов, на 3,5% больше, чем партия зеленых. То есть разница между ХДС и партией зеленых, которая сейчас вторая по популярности в Германии, всего 3%. Где-то в районе стат погрешности. Вот помните, я вам не раз говорил здесь, что перспектива того, что партия зеленых может реально выиграть выборы в Бундестаг в следующем году и получить мандат на формирование правительства, это абсолютно реальная перспектива. И вот, собственно, на мой взгляд, вот это поправение христианских демократов с возможным приходом Фридриха Мерца на пост главы этой партии и главного претендента на роль канцлера, в общем, на самом деле это абсолютно реальная история, то есть это не шутки. Уже я со многими германскими политиками сейчас веду диалог, и они говорят, что шансы на то, что если Мерц возглавит ХДС, то значит партия сползет вправо, потеряет вот эту вот свою центристскую основу, и в таком случае зеленые вполне могут стать номером один по итогам выборов в Бундестаг. Ну и важная тема оппозиции Фридриха Мерца в отношении там, политики единства западных стран, трансатлантического единства и путинской России, Мерц посылает здесь такие смешанные сигналы. То есть, с одной стороны, он себя позиционирует очень, как наши ГБшники любят в своих секретных записках объясняться таким словом атлантист, да, то есть твердый сторонник западного атлантического единства между Западной Европой, Европейским Союзом, Соединенными Штатами. Он позиционирует себя как там, выразитель интересов всего демократического западного мира. Он, кстати, очень резко высказывается о президенте Трампе, гораздо жестче, чем Ангела Меркель, например, и критикует его за то, что Трамп вот бросает вызов вот этому трансатлантическому единству между Америкой и Европой. Но при этом Мерц делает такие заходы, что все-таки надо с Россией вести диалог. И, конечно, поскольку он представляет бизнес-сообщество, понятное дело, что стоящие за этим коммерческие интересы и германский крупный бизнес 100% они получат своего лоббиста, который вот через эту совместную такую коммерческую смычку, в общем, будет говорить, что типа черт с ней с Украиной, черт с ними с правами человека. Ну, Россия большая, с ней придется работать, вот мы не можем игнорировать диалог с Россией. Вот в принципе от Мерца мы можем слышать такую в этом смысле, как мы говорим, макронщину. Да? Вот с подобными же идеями Эммануэль Макрон выступал в последнее время. И то есть такой более прагматичный подход. Забили на то, что Россия агрессор и там, пытается перекраивать границы в поствоенной Европе. Да? Забыли о нарушениях прав человека и международного права. Давайте, вот, мы не можем игнорировать, это большой слон, давайте как-то с ним опять пытаться обниматься. Да? Есть, на самом деле, несмотря вот на это такое раздвоенное сознание, несмотря вот эту всю риторику про трансатлантическое единство западного мира, есть вот эти макроновские заходы в попытку там, замириться и обниматься с Путиным. Да? Наши все, конечно, от этого воспряли. То есть вы можете увидеть много заголовков в российских пропагандистских СМИ, что типа Мерц это такой антимеркель,
это очень классно, он выступает за диалог и дружбу с Россией там, и так далее. Да? Ну, то есть, по крайней мере, если Мерц будет канцлером, то у Путина открывается новый шанс. Вот как с Макроном. Что его будут слушать, с ним будут цацкаться, будут обниматься, и он сможет, значит, как старый профессиональный КГБшник, там, засунуть в ухо новому германскому лидеру какие-то свои идеи. А тут, с другой стороны, там, коррумпированный немецкий бизнес зайдет и типа тоже что-то занесет там, да, и вот мы будем вместе строить, обнимемся и будем строить там Nord Stream 3, Nord Stream 4, Nord Stream 5 и спускать туда, в общем, все деньги наших российских налогоплательщиков. Да. Поэтому такая возможность есть, хотя, еще раз повторю, что вот Мерца не стоит рассматривать агентом Путина. Ну, скорее всего, таким консерватором старого образца с большим бизнес-бэкграундом, который для Путина на самом деле гораздо более удобен, чем такой принципиальный лидер, центрист и вот строитель новой демократической Европы в том виде, в котором она существует сегодня, как Ангела Меркель. Мы, кстати, отдельно с вами ближе к окончанию срока Ангелы Меркель, наверное, сделаем про нее даже отдельную передачу, потому что ее наследие заслуживает, конечно, отдельного разговора. Обнимашки с диктаторами. Ну и главный соперник Фридриха Мерца на этих выборах, там есть и другие политики, я, честно говоря, чтобы вас не запутать, не буду вам озвучивать там длинный список. По большому счету, вот сейчас реальная конкуренция между двумя фамилиями. Первый – это вот Фридрих Мерц, которого мы обсудили, и второй – это Армин Лашет, губернатор, или как это называется у них, министр-президент земли Северный Рейн-Вестфалия. На самом деле это крупнейший и самый развитый германский промышленный экономический регион. Вообще составит конкуренцию многим странам. Например, там ВВП Норд-Рейн-Вестфалии это где-то там больше 800 миллиардов долларов. Это примерно половина от всего ВВП России и где-то пятая часть от ВВП Германии. Лашет достаточно триумфально выиграл выборы земельные в Норд-Рейн-Вестфалии в 2017 году и отобрал власть у социал-демократов, которые там правили до этого. У него такая не очень немецкая фамилия. Он на самом деле выходец из пригорода, одного из пригородов Аахена. Это местность, которая находится на границе с Нидерландами и Бельгией. Ну, то есть такой европеец, может быть, даже больше, чем немец. Столица Норд-Рейн-Вестфалии – это город Кёльн. Один из самых космополитичных в Германии городов. И, ну, наверное, многие из вас помнят, что как раз первым лидером независимой демократической федеративной республики Германия после Второй мировой войны был Конрад Аденауэр, который был до войны бургомистром Кёльна и даже был, по сути дела, главным политическим соперником Гитлера и даже не пускал его, отказывался вешать флаги НСДАП в Кёльне, когда Гитлер, став канцлером, туда приезжал. Ну и вот потом возглавил демократическую Германию и стал одним из строителей нового демократического Евросоюза. То есть Кёльн, в общем, продолжает зажигать и играть огромную роль в европейской политике. Вот, собственно говоря, Армин Лашет – это кандидат гораздо более умеренного центристского толка. Главный конкурент Фридриха Мерца в борьбе за пост главы Христианско-демократического союза и за пост нового канцлера. Есть шанс, что вот он возглавит эту партию, и тогда в этом случае есть большой шанс на преемственность с курсом Ангелы Меркель. Но Лашет пока отстает от Мерца в опросах. И это, в общем, на мой взгляд, свидетельствует об одном. Вы знаете, я хочу вам сказать, я это видел своими глазами. Я давно сотрудничаю с Европейской народной партией. Это вот крупнейшее в Европе объединение христианских демократов и таких центристских консервативных партий в разных странах. Ну и, конечно, там одна из главных системообразующих партий – это вот немецкий ХДС. Я у Европейской народной партии часто бываю на съездах, вижу, как они в кулуарах общаются, голосуют там и так далее. Да? И я вижу, насколько там большой запрос вот этого консервативного крыла на то, чтобы все-таки отойти от центристской политики, от экологии, от социальных гарантий, больше дать, вот примерно делать то же, что республиканцы в Штатах, там, дать налоговые льготы крупным корпорациям, отказаться от каких-то социальных обязательств там, и, конечно, пожестче вести себя с мигрантами. Вот этот запрос очень серьезный, игнорировать его как бы невозможно. Да?
И, на мой взгляд, то, что сейчас вот Фридрих Мерц лидирует и опережает в вопросах Армина Лашета, губернатора Нордрейн-Вестфалии, более умеренного политика-центриста, но это вот свидетельство того, что в ХДС такой созрел запрос на некий правый поворот после долгих лет центристского курса Меркель. Да? Но очень интересная картинка. Вот это тот опрос, который вы сейчас видите на экране. Что вы из него видите? Вот видите, там такой светло-серый столбик. Это не члены или там сторонники партии ХДС, а это как бы опрос среди всех немцев. И им задали вопрос, вот кого из кандидатов на пост главы ХДС вы предпочитаете, кого вы предпочитаете видеть будущим канцлером. И там вот есть фамилия Мерца и Лашета, и больше всего обычных немцев, не членов ХДС, сказали никого из них. Никого из них. То есть, условно говоря, политика магнитуды Ангелы Меркель в ХДС сейчас избиратели в целом не видят. Очевидно, есть очень много признаков того, что возможный сдвиг ХДС вправо, как это может произойти, если Фридрих Мерц выиграет там борьбу за лидерство, не нравится в целом германским избирателям. И очень вероятно, что те избиратели ХДС, которые голосовали за партию Меркель из-за ее центристского курса, они перейдут к кому-то другому. К тем же, я извиняюсь за выражение, зеленым. Мы отдельно поговорим о германских зеленых в будущем и что они из себя представляют. Очень интересный феномен. Но вот все немецкие политики, которых я знаю, они говорят следующее. Вот то, что мы сейчас видим, это не какие-то вот старые зеленые, которые сидели в углу и говорили, нас там волнуют только листочки, зверушки, там чистый воздух и так далее, и больше нас ничего не волнует. Это совсем новая партия абсолютно другого типа, которая, вот как я слышал одного из таких заметных немецких экспертов, он сказал, ты знаешь, они выглядят как так, что они готовы взять власть. Это какие-то новые политики, вот, дефицит притока которых испытывал ХДС, которые действительно вот представляют из себя такую новую политическую силу 21 века с той повесткой, которая релевантна в 21 веке. И они готовы дискутировать и отвечать на гораздо больший круг вопросов, чем вопросы экологии. Я думаю, что вот этот сценарий такой, что если в ХДС продолжится, значит, вот эта вот борьба между там богатыми белыми мужчинами, часть из которых хочет сдвинуть партию вправо, то вот как мы видели в трендах последних опросов, вполне может быть, что это приведет нас к тому, что выборы в следующем году в Германии выиграют зеленые. Это, конечно, будет нечто феноменальное, такого в западноевропейской и в немецкой политике мы еще не видели, но вот будем внимательно следить за этим сюжетом. И последний сюжет, о котором я хотел сегодня поговорить. В понедельник, 2 марта, прошли внеочередные уже третьи за год выборы в парламент Израиля. Они там долгое время не могут сформировать правительство, ни у кого не хватает большинства. И мы здесь с вами об этом говорили и рассчитывали на то, что центристская партия Кахоль-Лаван наберет больше очков в этот раз, в этой попытке, и все-таки сможет отнять власть у Биньямина Нетаньяху и сформировать новую власть в Израиле. Но этого не произошло. Там, в принципе, результаты примерно такие же, как и в прошлых выборах апреля и сентября 2019-го. Такой же результат у Кахоль-Лаван, но чуть-чуть прибавила партия Ликуд, которая возглавляет Нетаньяху. У них в прошлый раз в сентябре было 32 места в Кнессете, сейчас будет 36. Они заняли первое место. Но им все равно не хватает кресел для того, чтобы сформировать правительство. В Кнессете 120 мест. Для большинства нужно 61 место, 61 депутат. А у блока партий, который готов войти в правительство Нетаньяху, всего 58 депутатов. То есть троих не хватает. И там еще есть такая партия, которую многие рассматривали как кингмейкера. Вот с кем она войдет в коалицию, тот и получит большинство. Это действительно возможно. Это партия «Наш дом Израиль», которую возглавляет выходец из бывшего СССР Авигдор Либерман. И вот эта партия, собственно говоря, она и является в основном выразителем как раз репатриантов из бывшего СССР, которые переехали в Израиль. Но она раньше состояла в коалиции с Нетаньяху, и все рассчитывали, вот почему им год назад в апреле не удалось сформировать правительство
и добиться нового срока Нетаньяху, хотя все рассчитывали, что так и будет. Это очень смешная история. У них вот в этой правой коалиции, которая, собственно, стоит за лидером Биньямином Нетаньяху, случился очень серьезный раскол между одной из таких ортодоксальных еврейских партий, которая выступает за то, чтобы вот те люди, которые специально занимаются изучением священной Торы и вот полностью себя посвящают вот этому, значит, там, ортодоксальному житию во имя всех иудаистских святынь, да, чтобы они были освобождены от призыва в армию. И это вот сейчас есть так, да. Когда вы слышите, что в Израиле действует жесткий всеобщий призыв, это не так. Там есть такая вот ортодоксальная религиозная часть населения, которая все время молится и читает Тору, которая от службы в армии освобождена. Да? И, значит, тут появляется вот партия выходцев из бывшего СССР. Кстати говоря, это очень светская, секулярная партия, которая выступает с таких довольно антиклерикальных позиций. И ей надо сказать, что выходцам из бывшего СССР в Израиле достается по полной. То есть они там служат от звонка до звонка. И на работе, и в армии, и везде. Ну и они, конечно, недовольны. Они говорят, а что такое? А почему вот одни евреи должны в армии служить, типа, а другие нет? Вот и партия Либермана, она традиционно поддерживала законодательство о поправках в порядок призыва, которое уравняло бы всех. И сказала бы, значит, вот этим ортодоксальным иудеям, что, ребятки, идите служите. Типа, хотите изучать свою Тору, вот вам, значит, личный час перед отбоем. Пожалуйста, значит, изучайте в установленное распорядком время. Да? Но те ни в какую консерваторы не хотят служить в армии. Это, конечно, анекдот сам по себе. Да? И вот они разосрались из-за этой темы год назад. И хотя у них было большинство в Кнессете, вот эти правые партии не смогли сформировать правительство. Да? Этот вопрос остается адским камнем преткновения до сих пор. Поэтому вот рассчитывать, что будет коалиция консервативной партии во главе с Нетаньяху плюс Либерман, вряд ли это возможно. Да? Поэтому вот остается такая зависшая ситуация. Вроде Нетаньяху прибавил голосов, но на самом деле реально сформировать коалицию он не может. Сейчас, наверное, возможны два сценария. Первый, более всего вероятный, я думаю, что так и будет, это 4-е выборы. Какое-то время они опять побарахтаются, правительство сформировать не смогут и будут новые выборы. Вторая история, вот сейчас уже пошли публикации в израильской прессе, что Нетаньяху попытается из центристской коалиции часть депутатов переманить, напугав всех. Никто не хочет новых досрочных выборов. 3 выборов за год – это полный трындец, товарищи, для всех политиков, избирателей. Тут демократия, как говорил Уинстон Черчилль, демократия – это очень хреновый механизм управления. Ну, правда, лучше ничего не придумали, но вот какой есть. Да? Никто не хочет 4-х выборов. И вот партия Нетаньяху сейчас будет пытаться рекрутировать предателей и перебежчиков, чтобы несколько депутатов к ним перешли и в итоге проголосовали за новый кабинет во главе с Нетаньяху. Я все-таки считаю, что более вероятный сценарий очередных 4-х выборов. Но вот я хотел здесь несколько вещей сказать. Во-первых, почему так получилось, что Нетаньяху набрал очки, несмотря на вот предстоящий суд по его коррупции, обвинения в коррупции, которые вот такой тяжелой печатью лежали на всей его избирательной кампании. Вот вы можете увидеть сейчас график на экране. Израильские аналитики составили такой график, который показывает, к кому переметнулись с прошлых выборов избирателей. И вы видите, что на самом деле вот партия Ликуд, которую возглавляет Нетаньяху, получила значительный приток избирателей среди тех, кто ранее не голосовал. А там очень сильно выросла явка, рекордная явка за более чем 20 лет с 1999 года на этих выборах, и она росла от одних досрочных выборов к другим. Это говорит вот о чем, что избиратели просто устали уже от вот этой вечной неопределенности и постоянных досрочных выборов. Ну и просто пришли, проголосовали за Нетаньяху как такого как бы дьявола, которого мы знаем. Да? То есть пусть уже он будет, хуже уже не будет, да, но просто вот наконец этот вечный кошмар закончится. Да? Я думаю, что это понятное желание людей, но это ошибка. Потому что таким образом они вот, доверили в очередной раз попытку формирования правительства человеку, который, по сути дела, не ведет Израиль никуда.
он завел Израиль в тупик. То есть вот давайте откровенно называть вещи своими именами. Вся эта риторика, которую вы много раз слышали от Путина, там, я вас защищу, мы там осажденная крепость. Давайте говорить откровенно. Израиль при Нетаньяху не стал безопасней. Не стал безопасней. Он сейчас окружен таким же количеством рисков и угроз, как и раньше, как и 10 лет назад, 15 лет назад. Ничего не улучшилось за это время. Ни одной международной проблемы не решено. Риски все те же. И от Хамас, и от Ирана, и от других игроков на Ближнем Востоке. Окружение враждебное. Вместо этого все попытки диалога, какой-то политической договоренности, которая закрыла бы конфронтацию, все эти попытки отброшены. Диалога не ведется. Конфронтация возведена в единственный ранг единственного инструмента политики. И, в общем, лучше-то не стало. Израиль при Нетаньяху не стал безопасней. Что бы вам ни твердили на эту тему правые консерваторы. Я вот в этой связи хочу сказать очень простую вещь. Вот мне часто, я много об этом говорю в нашей передаче, получаю много фидбэка от вас, и мне пишут, знаете что, ну вот типа еврейский народ хочет такого лидера, как Нетаньяху. Да? Поэтому, значит, вот вам придется с этим иметь дело, и как бы не лезьте, вы ничего не понимаете. Вот здесь я хотел несколько слов сказать о еврейском народе. Это очень важный момент. Да? Дело в том, что большая часть вот людей, которые являются евреями по национальности, которые составляют вот этот самый еврейский народ, она живет не в Израиле. Вы знаете, в какой стране живет больше всего этнических евреев? В Соединенных Штатах Америки. Больше, чем в самом Израиле. Да? И вот, как бы, когда смотришь туда, то видишь совсем другой срез еврейского народа. Вот это такое уже устоявшееся общее место, что американские евреи, знаете, за кого они больше всего голосуют на выборах? За демократическую партию. 70-80% еврейского населения США голосует за демократическую партию. За умеренных политиков, не правых отмороженных консерваторов в стиле Нетаньяху. Вот таким образом, справедливо говорить о том, что большая часть еврейского населения, в принципе, мира, она придерживается других взглядов, чем ультраконсерваторы во главе с Беньямином Нетаньяху, которые формируют вот эту вот идею там, сильной руки, сильного лидера, осажденной крепости и все, к чему вот здесь в этой путинщине мы с вами привыкли. Но в принципе-то это нельзя говорить об этом, что вот это как бы есть воля еврейского народа. Это просто вот он пользуется ситуацией близости к арабскому миру и вот этой всей напряженности в отношениях для того, чтобы стимулировать такие ультраконсервативные настроения. Но ультраконсервативные настроения годами не решают проблем, только загоняют их вглубь. И, к сожалению, вот результаты этих выборов в Израиле, они показали, что, ну, в общем-то, это тупик. То есть из этой ситуации выхода нет. Да, Нетаньяху сумел какое-то количество избирателей мобилизовать в свою поддержку и оставаться на плаву, и вроде как даже быть там самым популярным политиком за счет насаждения вот этой ментальности осажденной крепости. Но израильское общество расколото. Решения проблем безопасности и нормального существования с соседями, в общем, нет. Ситуация эта вся, к сожалению, никуда не ведет. Да, вот им еще бы экономического кризиса в этой ситуации добавить, там есть о чем отдельно поговорить, сейчас не будем вас перегружать. Да? И, в общем, мы увидим, что вот эти попытки Нетаньяху цепляться за власть, но они, к сожалению, ведут Израиль в тупик. И говорить от имени всей еврейской нации, в общем, вряд ли у него есть на это мандат, даже несмотря на все его обнимашки с Трампом, американские-то евреи в большей части все это дело не поддерживают. И поддерживают совсем другую политику, совсем другие взгляды, которые выражались позиции демократической партии, там, Барака Обамы, Джона Керри, Хиллари Клинтон и так далее. Да. Поэтому, вот, на мой взгляд, Бенджамин Нетаньяху слишком цепляется за власть, слишком много на себя берет. И, в общем, к сожалению, вот из этого тупика выхода пока не видно выхода из раскола в израильском обществе. Не знаю, возможно, там какие-то должны появиться новые силы, которые внесут такой элемент свежего ветра в израильскую политику. Но вот мы здесь ожидали, что выборы 2 марта все-таки дадут Израилю больше определенности и шансов на лучшее будущее. Этого не произошло. К сожалению, там пока все продолжает зависать.
Будем внимательно тоже за этим сюжетом следить. Спасибо, что смотрели нас. Это была программа «Обнимашки с диктаторами» с Владимиром Миловым. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Лайкайте и расшаривайте это видео, даже если вы с чем-то не согласны. Но согласитесь, что нам не хватает здорового, трезвого, глобалистского взгляда на международную политику в нашем мире пропаганды и конспирологии. Слушайте наши подкасты, обязательно донатьте нам на продакшн. Все эти видео, в общем, делать не бесплатно. И обязательно смотрите нас через неделю. И мы будем рассказывать вам не только о международной политике, но и будем говорить, конечно, о России в нашей программе Why Russia Fails, почему Россия проигрывает. И будем делать для вас интересные документальные фильмы и спецвыпуски по разным другим вопросам. На нашем канале будет интересно. Ждем вас снова. Обнимашки с диктаторами.